Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня вашему вниманию представляю очень интересный и красивый ажурный узор паучки. В этом узоре сочетается и красивая фактура рисунка лицевых изнаночных петель и ажурный рисунок. Получаются элементы внутри ажурных дырочек, как будто бы паучки с ножками. Смотрится интересно. И на расстоянии, и вблизи этот узор очень интересен. Я думаю, узор подойдет для вязания летних кофточек, топов и даже блузок. Можно вязать из хлопковой пряжи, из полухлопка. Даже попробовать какую-нибудь пряжу полушерсть. Думаю, неплохо будет смотреться для ажурных пуловеров на осень. Тоже можно попробовать связать данным узором. На самом деле узор несложно вяжется. Я составила схему для прямого полотна. Раппорт узора в ширину составляет 6 петель, но при наборе мы еще добавляем 7 петель и 2 кромочные. Высоту повторяется 8 рядов. И здесь на схеме, если вам нужно, можете заскринить. Первые ряды, все нечетные ряды — это лицевые ряды, все четные, второй, четвертый — это изнаночные ряды. Первые ряды мы читаем справа налево, и все четные ряды слева направо. Здесь я выделила один раппорт узора, и по бокам провязывается по пол раппорта, так как узор смещается в шахматном порядке. И сейчас буду подробно показывать по рядам, как связать такой узор. Итак, я начинаю вязать первый ряд. Здесь я образец вязала после планочки резинки 1 на 1. И первый ряд начинаю вязать с половины раппорта. После кромочной провязываем лицевую, накид, 2 вместе изнаночной, и затем идет повторение. Лицевая, 2 вместе изнаночная, накид, лицевая, накид, 2 вместе изнаночной. И заканчивается ряд лицевая, 2 вместе изнаночная, накид и лицевая. Итак, первая петля кромочная, я ее снимаю всегда. Далее первая петля лицевая, сразу делаем накид и 2 вместе изнаночной. И далее идет повтор. Лицевая, 2 вместе изнаночной, накид, лицевая, накид и 2 вместе изнаночные. Далее повторяем одни и те же действия. 6 петель раппорта. Лицевая, 2 вместе изнаночной, накид, лицевая, накид, 2 вместе изнаночной. И так на нужное количество раппортов. Когда на спице остается кромочная 4 петли, я заканчиваю ряд узора. После последнего раппорта 2 вместе изнаночных было провязано в конце. Далее продолжаем узор. Лицевая, 2 вместе изнаночных, накид, лицевая и последняя петля кромочная, я ее провязываю изнаночной. Поворачиваю работу. Первая петля кромочная снимаю. И здесь первые 2 петли провязываю изнаночными. Далее я для себя запомнила так: чередуется 3 лицевых и 3 изнаночных, поэтому здесь я как бы без раппорта провязываю 3 лицевых и вот 3 изнаночных, накид изнаночный, здесь следующая изнаночная и накид. 3 изнаночных, 3 лицевых повторяются и 3 изнаночных.
И заканчивается ряд, провязываются 2 изнаночных. Продолжаю вязать, и третий ряд вяжем точно по схеме. Кромочная, 2 лицевых, накид, и далее повторяется раппорт. 3 вместе петли 1 изнаночной, накид, 3 лицевых, накид. И далее повторяется это количество раппортов, которые вы набрали. Первая петля кромочная снимается. Далее 2 лицевых, накид. И здесь вот 3 изнаночных петли мы провязываем 1 изнаночной. После делаем накид, 3 лицевых и накид. И повторяется раппорт. 3 петли изнаночных, 1 изнаночной, накид, 3 лицевых, накид. И следующий раппорт: 3 петли изнаночных вместе 1 изнаночной, накид, 3 лицевых, накид. И так вяжем до конца ряда. Четвертый ряд идет по изнаночной стороне. Первую петлю снимаем, и далее идет повторение. Первая петля изнаночная и 5 лицевых петель. Вновь изнаночная, 5 лицевых петель. Повторяем: изнаночная, 5 лицевых петель. И так провязываем до конца ряда. В конце заканчивается ряд изнаночная и кромочная. Начинаю вязать 5-й ряд, и по сути с 5-го ряда идет вторая половина раппорта в высоту. После кромочной провязываем 1 лицевую, 2 петли вместе изнаночной, накид. Далее повторяется раппорт: лицевая, накид, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной, накид. И начинаем вязать. Первая петля кромочная снимаем, далее лицевая, далее 2 петли вместе изнаночной и делаем накид. И далее начинается повторение раппорта: лицевая, накид, 2 вместе петли изнаночной, лицевая, 2 петли вместе изнаночной и накид. И повтор: лицевая, накид, 2 вместе петли изнаночной, лицевая, 2 вместе петли изнаночной, накид. И далее вяжем так до конца ряда. Начинаю вязать 6-й ряд. Это изнаночный ряд, и мы его читаем слева направо. Начинаем 2 лицевые, затем 3 изнаночных, затем 3 лицевые, 3 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. Первая кромочная снимается, 2 петли лицевые, 3 изнаночные. И так чередуется: 3 лицевые, 3 изнаночные. И заканчивается ряд 2 лицевые и кромочная. Начинаю вязать 7-й ряд узора по схеме. После кромочной 2 вместе изнаночных, накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе изнаночных, накид, лицевая. И повторение идет от 2 лицевые, накид, 3 вместе изнаночных, накид, лицевая. Итак, начинаю вязать. Первая петля кромочная, затем 2 вместе изнаночной, накид, лицевая, и далее начинаем вязать раппорт: 2 лицевых, накид, далее вот идет 3 петли изнаночных, провязываем их вместе 1 изнаночной, вводим спицу в центр 3 петель и провязываем 1 изнаночной. После накид,
3 лицевых и повтор накид, 3 петли вместе, 1 изнаночной, накид, 3 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Начинаю вязать 8 ряд узора. Этот ряд вяжется по изнанке, и он заключительный ряд раппорта в высоту. Начинаем с 3 лицевых петель, изнаночная. Далее повторяется раппорт 5 лицевых, изнаночная. И начинаю вязать. Первая петля кромочная. Далее 3 лицевых, изнаночная. Далее повтор 5 лицевых, изнаночная, 5 лицевых и изнаночная. Закончив этот ряд, далее следующий ряд, получается 9, начинаю вязать то же самое, как с первого ряда. Итак, повторяем вязание узора в высоту с 1 по 8 ряд и получаем вот такой интересный рисунок ажурных паучков. Дорогие друзья, если вам понравился этот узор, не забудьте поставить лайк, пишите в комментариях, какую бы вещь вы связали таким узором, и подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.